Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 21 марта. Обращаем ваше внимание, что сегодня день денежной звезды. Сегодня особый день для тех людей, кто верит в магию, кто верит в привлечение богатства, в изобилие. И в этот день, друзья, 21 марта мы отмечаем День денежной звезды, когда все звезды благосклонны к нам, кто верит в силу изобилия, достатка и благополучия. Также в этот день обязательно проведите одну простую, но в то же время эффективную практику. Вам нужно взять кусочек хлеба и взять, бросить щепоточку сахара. И это нужно съесть, но перед началом нужно сказать определенные слова. Таким образом, в день денежной звезды вы обязательно сможете привлечь и финансовую удачу, и процветание, и изобилие, и достаток в свою жизнь. Итак, друзья, давайте далее все более подробно разбираться в этом прекрасном дне 21 марта. Но для начала поставьте лайк этому видео и обязательно проговорите следующие магические слова. Обязательно пропишите их в комментарии к этому видео для того, чтобы сонастроиться с энергией денежной звезды. А звучит он следующим образом. Сегодня я открываю сердце для любви и благополучия. Я привлекаю в свою жизнь только позитивные энергии и обретаю внутренний покой. Я благодарна за все блага, которые мне дарует жизнь. Напоминаю вам, что слова будут в описании к этому видео, но большая просьба напечатать их в комментарии, проработать эту практику. Она, друзья, очень-очень важна. Итак, друзья, сегодняшний день, 21 марта, является особым днем в календаре и касательно магии финансов. Дело в том, что сегодня звезды и планеты выстраиваются в благоприятном, в особенном порядке, благодаря которому вы можете привлечь и изобилие, и богатство, и благополучие в свою жизнь. Те блага, которые вам нужны на данном этапе в жизни. Дело в том, что сегодня энергия финансовой удачи наиболее сильна, и поэтому сегодня многие люди могут это ощущать. Но очень важно, чтобы вы провели практику, о которой мы немножко далее поговорим, для того, чтобы усилить эту энергию и привлечь богатство в свою жизнь. Но давайте для начала уделим внимание лунному календарю и посмотрим, как же сегодня Луна и огненный знак зодиака Лев влияет на нас, влияет на наше окружение. Итак, друзья, сегодня 21 марта, сегодня еще и в придачу четверг, можно сказать, что это денежный четверг, и сегодня в этот день нас с вами ожидает множество интересных событий, и, к сожалению, вот эти события у некоторых людей будут вызывать неоднозначные эмоции. Ваша задача все принимать с радостью, принимать с благодарностью, потому что из Вселенной идет достаточно сильный, мощный поток энергии. Это энергии связаны с созиданием, с творением, и ваша задача это в свою жизнь привлекать вот своими руками, мыслями, действиями, практиками. Все это в комплексе даст вам очень хороший результат. Кроме того, сегодня важно, чтобы вы были уверены и решительны в себе. В этот день вы почувствуете достаточно сильный прилив энергии, который будет подталкивать вас к осуществлению амбициозных целей и проектов. Поэтому не бойтесь того, что появляется в вашей жизни, идите только вперед. Сегодня может быть такая ситуация, что вам могут перебегать дорогу собаки, коты. Возможно, в вашем регионе появится какая-то бабочка, например, которая окажется у вас в доме или у вас в офисе. Не прогоняйте, а наоборот поблагодарите высших сил за то, что они вам подсказывают, что вы идете, едете правильной дорогой. Это очень важно. Вот такой вот сегодня знак для всех людей. Кроме того,
Многие люди сегодня могут ощущать какое-то вот такое, знаете, волнение, вдохновение. Поэтому сегодняшний день достаточно благоприятен для творческих начинаний, для искусства, для самовыражения. Кроме того, сегодняшний огненный знак зодиака Лев, вы знаете, что Лев это такой вот он огонь, это быстрота, и он еще сегодня у нас с вами ассоциируется со страстью. Поэтому сегодня отношения между людьми могут быть более такими интересными. Люди сегодня готовы договариваться, люди сегодня готовы искать что-то новое, и люди будут стараться найти все то, что поможет им в дальнейшем. Также сегодня вы должны себя почувствовать в роли лидера или вдохновителя и постараться вести других людей к успеху. Да, именно других. Это как сегодня как благотворительность. Бывает так, что сегодня, возможно, к вам придут ваши дети, ваши внуки или ваша самая лучшая подруга или кто-то из родных и близких придет к вам с советом. Обязательно дайте совет. Это очень важно. Если даже не знаете, что сказать, лучше скажите правду, что вы не можете на данном этапе, не имея определенного опыта или знаний, дать тот или иной совет или подсказку. Но это, если к вам этот человек именно пришел за советом, знайте, или вы, или в вашем окружении есть люди, которые обязательно смогут ответить на этот вопрос. Поэтому постарайтесь его найти и постарайтесь человеку помочь. Но помните, что те слова, которые вы подберете для того, чтобы сказать другому человеку, этот человек-то не должен принимать прямо это все за чистую монету. Он должен это проработать в своих мыслях, в своей голове и далее подумать о том, как он может двигать и как он может продвигать. Но мы обращаем ваше внимание, сегодня под влиянием знака зодиака Лев некоторые люди могут стать слишком самоуверенными и эгоистичными. Поэтому сегодня очень важно помнить о балансе между уверенностью в себе и уважением к другим людям. Кроме того, обращаем ваше внимание, если вы руководитель, если вы начальник, если вы имеете свой бизнес, то сегодня очень важно, чтобы вы уделяли внимание своим подчиненным, своим работникам, стараясь как можно больше с ними общаться. Сегодня люди могут допускать определенные ошибки. Это, знаете, для вас это испытание, а для человека это определенные ошибки. Ваша задача мудро поговорить, не злиться, не ругаться, потому что вы таким образом сами от себя можете оттолкнуть денежную удачу. Вам это сегодня точно не нужно. Кроме того, сегодня возможны конфликты из-за власти у некоторых людей, поэтому некоторые люди могут проявлять себя достаточно агрессивно и не стремиться к конструктивному взаимодействию. Поэтому, если вы видите, что в вашем окружении есть такие люди, постарайтесь им отправить энергию любви, энергию изобилия, энергию радости, потому что это очень люди, знаете, на них смотреть очень печально, они очень злые, им что-то не нравится в жизни, и они готовы рвать и вокруг метать, чтобы только им было хорошо. Так не бывает. Также сегодня, если может быть такая ситуация, что Лев может побудить вас к переоценке своих каких-то способностей, каких-то своих возможностей. Поэтому ваша задача быть реалистичным и объективным в своих ожиданиях. Также не старайтесь сегодня принимать импульсивные решения. Все-таки огненный знак зодиака Лев дает нам вот такую возможность, что люди на эмоциях, на впечатлениях могут принимать что-то, и потом это придется за эти поступки, которые вы совершите, вам придется потом думать, как из них выходить. Поэтому, чтобы такого не было, сегодня старайтесь уделять внимание себе, близким, родным, общаться, находить новые пути развития, учиться. Это очень важно. Также обращаем ваше внимание, что сегодня Лев придает нам дополнительную энергию и жизненную силу. И это прекрасно. Почему? Потому что сегодня хорошо заниматься физическими упражнениями, заниматься спортом. Но главное не переусердствовать и не перегружать себя. Особенно если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем. Также будьте сегодня осторожны с физическими нагрузками. Особенно если у вас какие-то проблемы или есть какие-то травмы. Вообще сегодня лучше всего
всего избегать перенапряжения и умеренно подходить, например, к тренировкам. Кроме того, обращаем ваше внимание, что поскольку Лев у нас с вами тот знак зодиака, который управляет сердцем, то в этот день хорошее будет время для того, чтобы позаботиться о своем сердце. Это значит уделить внимание правильному питанию, умеренным физическим нагрузкам, меньше стресса, и старайтесь сегодня представлять себе энергетически, что ваше сердце здоровое. Даже если вы и здоровы, и вы не знаете, что такое низкое, высокое давление, можно, как говорят, человек может лететь в космос, то в вашем случае старайтесь сегодня вот прочувствовать свое сердце и поблагодарить его за то, что оно делает для вашего тела. Это очень важно. Также обратите внимание сегодня на свои зубы и на позвоночник. Если вы давно планировали пойти к врачу, к стоматологу, то сегодня тот день, когда можно записаться. И, конечно же, сегодня очень важно, чтобы вы заботились о своей правильной осанке и укрепляете мышцы спины. Не обязательно куда-то идти. Друзья, у нас в интернете, на том же YouTube очень много видео посвящены именно позвоночнику, какие правильно делать упражнения и так далее, и так далее. Это очень важно. На что еще, друзья, стоит обратить внимание, то, что сегодняшний день у нас с вами день, когда достаточно сильно идет энергия из космоса, это энергия процветания, это энергия изобилия, да еще и в огненном знаке зодиака Лев, это все приумножается, поэтому сегодня очень хорошо достигать своих финансовых целей. Также сегодня благоприятный день для развития своего бизнеса, для начала новых проектов, для поиска способов увеличения дохода. Также не забывайте инвестировать в себя, именно в свое личное развитие и в свое образование. Это может быть включать в себя обучение каким-то новым навыкам, посещение мастер-классов, это курсы, тренинги. Не обязательно это должно быть что-то связано с деньгами. Возможно, вы, например, мастер маникюра, или вы работаете, например, занимаетесь есть вы парикмахер. Возможно, вам нужно пройти какие-то курсы, которые помогут вам дальше двигаться и так далее. Вы должны понимать, что все в этом мире взаимосвязано. Как только вы достигаете определенной ступени своего развития, вам открываются новые возможности. И вот ваша задача воспользоваться ними или оставаться на том же уровне. Но этого не стоит делать. Двигайтесь всегда только вперед и только развивайтесь. Вне зависимости, сколько вам лет. Помните об этом. Давайте теперь поговорим о карте Таро, которая выпала на этот день, 21 марта. Друзья, карта 9 мечей. Эта карта обычно ассоциируется, да, с какими-то там тревогами, беспокойством, возможно, где-то негативными мыслями. Но именно в сегодняшний день эта карта нам дает уроки и возможности для роста. То есть вы должны на данном этапе в своей жизни пересмотреть те ситуации, в которых вы оказались, проанализировать и понять вот источники ваших тревог, ваших сомнений, возможно, где-то боли, для того, чтобы понять, как вам выйти из этой ситуации. Также, если вам нужна поддержка, ищите ее в своем окружении, но только ищите поддержку именно только с теми людьми, которым вы доверяете, которым вы верите, и которых вы знаете, что они обязательно вам помогут, и обязательно в вашей жизни будет все прекрасно, чудесно и замечательно. Теперь давайте еще пару слов скажем об советах от Архангела Михаила на 21 марта. Вы знаете, сегодня он дает нам о том, чтобы мы имели сегодня ясные цели и имели понимание, в какую сторону мы движемся. Кроме того, это время для того, чтобы переосмыслить свои планы и убедиться, что мы с вами движемся в нужном направлении. Это очень важно для понимания и осознания тех вещей, которые происходят в нашей жизни. Также будьте сегодня уверены, у вас должна быть обязательно внутренняя сила, не бойтесь рисковать, не бойтесь идти вперед, независимо от того, какие у вас сегодня могут быть вызовы, но помните о том, что высшие силы, вот эта энергия,
Она всегда с нами. И ваша задача только, знаете, обратиться к ней, поговорить. И, конечно же, это очень важно. Кроме того, сегодня время от времени может быть проявляться тьма, зло. И очень важно, чтобы вы в этот день распространяли доброту и сострадание там, где это действительно нужно больше всего. Поэтому просите у Архангела Михаила сегодня силы и мудрости, чтобы он помог вам. Теперь давайте вернемся к практике, которую мы рекомендуем вам провести именно сегодня, в день денежной звезды, потому что именно этот день поможет вам привлечь богатство и изобилие. Вообще хлеб во все времена символизировал изобилие, достаток, а сахар – это благополучие. Вот эти два элемента сегодня в нашей практике, они объединяются, и тем самым они усиливают энергию, и вы сможете привлечь финансовую удачу, изобилие и достаток. Эту практику вы сегодня можете проводить в любое время, но есть один маленький нюанс. Вы должны делать это в хорошем настроении, с открытым сердцем, и вам никто не должен мешать, в том числе и животные. Вы эту практику можете провести и на работе, или если вы в командировке. Главное, чтобы вы абстрагировались от внешнего мира. Как мы делаем? Берем кусочек хлеба, вам важно его не отрезать, а именно отщипнуть, отломать. Это очень важно. Какой хлеб на ваше усмотрение, что вы любите. Далее, что мы делаем? Берем буквально щепоточку сахара и сыпем на этот хлебушек. И далее вам нужно сказать следующие важные слова. Хлеб да сахарок съедаю с Божьим благословением, достаток и деньги приумножаю. Истинно да будет так. Еще раз. Хлеб да сахарок съедаю с Божьим благословением, достаток и деньги приумножаю. Истинно да будет так. И вы съели, после этого пару минут можно посидеть, посозерцать, а потом далее заниматься своими делами. Вот такой, друзья, у нас с вами замечательный, чудесный день. Используйте энергию этого дня во благо себе, во благо своего дома и своей семьи. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно ставьте, друзья, лайк этому видео, а в комментарии обязательно пропишите: сегодня я открываю сердце. И напишите, для чего вы открываете сердце. Обязательно для любви, для благополучия, для тех благ, которые действительно вам нужны. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.